Здравствуйте. Наверное, хоть раз, гуляя по просторам интернета, вы могли видеть эту игру. Среднестатистический геймер может и проведет в ней пару часов своей жизни, но не более, посчитав ее просто скучной и бессмысленной. А все потому, что он не в курсе про мир пользовательских модификаций для данной игры. Но почему я решил вам про это рассказать? А все дело в том, что я с детства обожал автосимуляторы и аркадные гонки. Шпилял в NFS Carbon, а когда в подростковом возрасте у меня появился интернет, я узнал о существовании ее, моей заветной мечты – BeamNG Drive. Тогда, смотря на эту технодемку, я очень жалел, что у меня не было игрового компьютера. Но сейчас у меня наконец-то появились вычислительные мощности, чтобы запустить данный игровой шедевр. Так что же это такое? Это реалистичный автосимулятор с физикой мягких тел. Это все, конечно, очень интересно, но давайте я лучше вам просто покажу. Вау, как это поразительно. С кратким ликбезом окончено. Переходим к модификации. Это целая отдельная вселенная со своими плюшками и особенностями. Особенно это становится заметно, когда начинаешь их устанавливать. Скажем так, я настолько преисполнился в этом, что у меня даже есть целый архив модификаций на жестком диске весом аж 80 гигабутов. В каком-то смысле это целая философия – модифицировать игры до такой степени, что от оригинального облика почти ничего не остается. Ну ладно, давайте вернемся к теме. Есть два способа все это скачать. Это официальный сайт разработчика и сторонние сайты. Я ни в коем случае не рекомендую вам второй вариант, потому что хрен его знает, что запихнул в архив хитрый школьник на раздаче. А то потом еще побежите мне в комментариях писать: «Шавис сломал мне компьютер, у меня вместо всех окон командные строки и майнеры». Так что будьте осторожны. А на официальном сайте разработчика можно скачать не только машины, но и карты и многое-многое другое. Настолько много, что вы не заметите, как у вас не осталось места на жестком диске, и папка с игрой весит больше, чем ваш дипломный проект вместе с папкой Анапа 2006. Так что имеет смысл устанавливать лишь те модификации, которыми вы будете постоянно пользоваться и которые имеют смысл. Думаю, вас вряд ли заинтересует замена транспорта на овощи и мемы. Так что перейдем к серьезным вещам. Большую часть из этого вы, возможно, видели в подборках у популярных блогеров. Машины реальных брендов, рестайлинги, тюнинг и тому подобное. Похожая ситуация с картами. Карты испытаний, импорт карт из других игр и проектов и даже стилизованные под места и культуру из реальной жизни. Как, например, карта про Америку. А вот вам про Россию. С помощью модификации эту игру можно превратить во что только душе угодно. Может, ты хочешь почувствовать себя американским дальнобойщиком? Или утонченным английским фермером? Или даже летчиком? А может, тебе по душе дрифтить на японском гнилом корыте под лютый фонк? Тут даже есть и такое. Это скорее уже не игра, а песочница. Хотя здесь есть режим карьеры и сценарий. Но об этом как-нибудь в другой раз. Я тут заметил, что карты из последней категории иногда имеют больше эстетики, чем функционала и геймплея. Просто посмотрите на эти завораживающие пейзажи. Кстати, я забыл рассказать про то, что в игре еще есть встроенный редактор карт. Но это уже слишком объемная тема, так что как-нибудь в другой раз расскажу. Надеюсь, это небольшое путешествие в мир модификации для компьютерных игрулек вам понравилось. Дайте знать, если вам нравится видео такого формата. А я пошел изучать редактор. Пока.